Смотрю, уже постоянные зрители, все на месте. Привет, Сергей. Привет, еще один Сергей. Привет, Александра. Вижу, в чате уже отметились. Сейчас, может, еще кто-нибудь подойдет. В общем, сегодня посылочка будет не такая уж большая. Там много было дублей разных, разнообразных. И по теме и нет. Вот. Но также будет ряд интересностей, как, например, те сеты, которые были на заглавном фото в начале. И что там еще у нас? Соточки будут сегодня обязательно где-то в конце. Ряд будет. Что у нас тут? Обязательно вскроем одну модель элитовскую. Сравним ее. Так, интересно, что у нас там? Пишите, как меня слышно, пожалуйста. Давайте, наверное, начнем. Раз Александр у нас здесь в студии как раз, вот часть ее, вот, наверное, посылочки доехала. Такой вот новогодний набор с корветом, по-моему, да, что у нас здесь. Немного коробочка вот, конечно, помялась. Не знаю, было это так изначально или нет, к сожалению. Ну, в целом не разгерметизировалось, это самое главное. Так, это у нас даже какой год-то, хоть посмотреть, мне интересно самому. 95-й год, офигеть, это вообще. Камара у нас здесь, да. Камара, не признал. Камара с подарочками, вот такими вот коробочками и елочкой. Ну, вообще вполне распространенная тема американская на новогодние все вот такие вот модели с елками. В общем-то, они до сих пор и другие производители тоже выпускают. Вот такая вот штука. Я не знаю, вот этот вот футляр для модели или что там лежит. Скорее всего, бланк для заполнения обратного адреса там, и тому подобное. Так, вторая модель тоже отправляться будет туда же. Это у нас Мустанг, хромированный, на резине, на удивление. Я обалдел, когда увидел. Конечно, резина слишком огромная, задняя такая, больше драговый вариант. Но выглядит, как по мне, зачетно. Вот. Что у нас тут? Это 2003 год. Mother Special Edition. У меня, кстати говоря, что-то есть какая-то модель тоже из этой серии. Да, кстати говоря, покрути у комара крутилку. Вот. Я, честно говоря, даже пропустил такую деталь. Вот, крутится здесь подиум, и можно модель разглядеть. Единственное, что вот тут, конечно, подзамялось, но все-таки с 95-го года модель, может быть, и не в одних руках была. Так. Из-за смятого задника немного пробуксовывает, надо вот так рукой придерживать. Нет, ну в целом все работает, в целом работает. Можно выставить, вот, например, вот так, Happy Holidays, 95-й год, вот на капоте надпись есть в венке таком новогоднем, еловом.
Интересно, модель закреплена на резинках по ходу дела. На таких вот, типа, ну, как они, канцелярские резинки, только не которые на тканевой, в тканевой оболочке. Что, прикольный, прикольный вариант. Не знаю. Мне понравился. Так, да, это футляр, пишет Александра. Мустанг лимитка ко дню матери. Ну, там была целая серия вот этих вот Mother's Day. У меня, я не помню, какая модель. Типа... Нет, не вспомню сейчас. Ладно, фиг с ней. Так, давайте, что еще? Ну, раз уж по заказу, то вот приехали и ранчера греновские, которые с фаркопом. Вообще отличная модель. Я уже успел разглядеть ее. Мне она очень понравилась. Ну, вполне детализация, очень даже здоровская. Так, сейчас свет немного подвину. В проводах запутался. Вот, классные диски. Ну, в принципе, все как у Гринов обычно и есть. То есть модель как именно тягач для какого-нибудь кемпера. Я считаю, вообще отличная. В багажник можно накидать каких-то дополнительных вкусняшек и устроить фотосессию, например. Следом идет у нас уже нагремевший West Coast Choppers. Такой вот Sweet Pie. Или что это? Пи. Все время путаю. Короче, седан 29 года Ford в офигенной детализации. Этот, наконец-таки, я себе положу все-таки в этот раз в коллекцию, потому что все вот эти вот некрашенные, почему-то замак, я бы так сказал, да, как это у нас называет Hot Wheels, все разошлись, даже тот, что я себе готовил. Вот. Ну, я даже не знаю, что добавить. Если кто-то есть здесь в чате, кто уже распаковывал, можете поделиться мнением. Мне, в принципе, и так все видно. Модель очень крутая. Хоть она и более крутого масштаба, она ближе где-то, наверное, к М2 моделям. Но в целом выглядит великолепно. Ну и в то же время достаточно редкая, особенно у нас в России. Так, приехал, наконец добрались до меня элитовские Мерседесы 300 спортивные. Значит, сегодня вскрою его где-то ближе к концу. И посмотрим, сравним его с РЛКшным, например, хромированным. Вот я тут приготовил. Тоже откроем. Ну, РЛКшный уже все видели, я думаю. А вот этот вот мне самому интересно в руках пощупать и сравнить. Мы вот сюда в сторонку отодвинем. Так, также доехали мустанги, кобры РЛКшные, которые у нас, что они там были, выбор, по-моему, машины года или что там. Вот, идут они в комплекте вот с такими прикольными, кстати говоря, шевронами на 23-й год за членство в РЛК клубе. Ну и вот эти вот, как я их называю, бестолковые значки. Не знаю, кто-то, может быть, их тоже коллекционирует. Все тот же самый Мустанг, который был в прошлом году в красном исполнении в спектре. В этот раз он просто в черном глянце.
Ну, тут уже на любителя, честно говоря. Мне больше в красном исполнении нравится. Тут даже я не знаю, что еще добавить к нему. Ну, стандартная РЛКшная модель, без всяких каких-то особых интересностей, что ли. Так, немного премок. Приехали Бэхи М3, это для любителей према. Будет в альбомах дубли. Вот. И с ними же вместе Мерса. Такие вот 280-е на необычных широченных колесах. Вот. Ну, в целом модель даже, может быть, для према очень даже ничего. Не знаю даже, что сказать. Наконец-то в преме додумались делать вкладыши. Хотя это вообще старая тема, и у меня есть ХВшные модели там на резине, не на резине старые, там 90-х годов, где были такие же вкладыши. Где-то из акрила, где-то из картона вкладывали прямо с завода. Ну, то есть непонятно, почему они потом решили не вкладывать их. И из-за этого очень много моделей били блистеры. И, ну, собственно говоря, доезжали частенько модели с разбитыми блистерами. Взял на пробу такой вот тоже премиальный набор Dutchland Design. Здесь у нас 5 моделей: Mercedes-Benz Sprinter, Audi S4 Quattro, Porsche 911 GT3 RS и 2 Mercedes. Один современный, можно сказать, 2012 года C63 AMG и 94-го AMG Mercedes C-класс гоночный. Значит, в общем, ну, это прошлогодний премовый такой вот набор. Тяжеленький достаточно, я бы сказал, увесистый. Там он упакован в эту, как его, такой вот. Сейчас, собственно говоря, ножик возьму, открою. В принципе, наверное, большинство из вас видели уже это дело. Тут ничего нового не пахнет. Ну, я, честно говоря, не распаковывал такое еще ни разу. Сейчас вскрою. Такое ощущение, что металлический этот контейнер. Нет, вообще контейнер пластиковый. Пластиковый контейнер, который открывается сверху, что ли. Да. Вот так он открывается. И модели, собственно говоря, тут лежат в распаке. Можно потеребонькать их и назад сложить. Вообще интересное решение, как по мне. Я люблю красивые упаковки и оригинальные в том числе. И также, когда их можно взять, раскрыть, потом назад сложить. Понятное дело, что это уже будет не запак. Все равно будет пломба скрыта на коробке. Будет понятно, что это распак. В общем-то, ничего тут не вижу криминального. Те же сотки, но они, если в хорошем состоянии, то они обязательно все в распаке. Ну, кроме тех, которые шли без резинок. Вот, такой наборчик один будет в дубле. Если кому интересно, пишите. Ну, или, может, найдете, выложу на днях
если не сегодня в альбоме. Так, наверное, вот так. Сейчас бабахаем. Так, у нас доктор Стил. Привет. Приветствуем. Подключайся, смотрим. Уже, конечно, мы практически третью часть оглядели по ссылочке. Но в конце у нас будет интересно. Мы будем распаковывать Mercedes-Benz Elite 64. Посмотрим и сравним его с Mercedes-Benz. Ну, тем же самым практически, только RLK-шной серии. Соответственно, будет у нас возможность сравнить. Ну и два сета дорогущих, крутейших, тоже из RLK серии, но 2011 года. Это все в конце. Так, прежде чем перейти к Hot Wheels окончательно и бесповоротно, потому что останется там, давайте взглянем сейчас. Ну, такая простенькая модель от Джоника. Джонни Лайтинг, Ford Grand Torino Sport 72 года, черный, на резине. Такая вот модель. Не помню, честно говоря, чем я руководствовался, когда ее заказывал. Ну, короче, в общем, приехала она мне. Не знаю, чувства смешанные. Ну, то есть модель как бы прикольная, не хуже никакого према ХВшного, даже лучше. Хотя бы как минимум, потому что капот открывается. Вот. Салон, естественно, тоже лучше любого према. Детализация в плане руль есть, все там как положено. Ну, то есть Джонни Лайтинг, если он на резине, то это уже лучше любого према. Потому что если мы возьмем любой прем, даже вот там свежий, например, все, там заглядываем в салон, и там тоскливая печаль. Почему до сих пор рули не могут научиться делать в Hot Wheels, я не знаю. Как будто они специально наказывают коллекционеров, мол, типа, вот собирайте наши какашки, ну и собирайте. Так, кстати, из этого пишет КСТ-09. Кстати, из этого контейнера можно сделать диорамку типа СТО. Блин, боюсь, что контейнер немного крупноват для масштабности. То есть, если, я не помню, по-моему, сравнивал размеры как-то, мне было интересно. Для масштаба хороший контейнер, мне кажется, на Алиэкспресс продают. Там они чуть поменьше и такие вот маленькие. То есть, ну, я знаю, просто морской контейнер влезает две машины. То есть вот так вот, грубо говоря, одна за другой. А этот, он как бы по ширине машины там впритык практически. Там даже вылезти очень тяжело из нее. Часто вылезают через багажник там. Вот. Этот контейнер, он очень широкий получается. Ну, то есть он, по мне, так он не в масштабе. Конечно, если не заморачиваться на масштабе, опять же, я часто не заморачиваюсь, например, совсем, да, то есть если есть какая-то небольшая погрешность, то, может быть, и фиг бы с ней. Вот так, тогда, да, тогда такой контейнер можно. Конечно, единственное, что у него цвет такой, его перекрашивать. Вот на коробке цвет контейнера как бы нормальный, а внутри контейнер вот зеленого оттенка, ну не знаю. Александр пишет, надо коробку намутить и хром туда сложить. Ну, возможно, если, например, не продастся тот дубль, и я решу в распак его пустить, будет коробка отдельно. А может быть, вообще решу отдельную коробку и отдельную модель сразу. Не знаю, посмотрим. Так, и очень классная для меня тема приехала. Сейчас я с вами просто поделюсь. Я понимаю, что не всем нравятся некоторые там сеты, наборы, которые я заказываю для себя. Ну, раз уж заказываю, то почему бы не поделиться чего я собираю. Значит, приехал мне через полмира, а может быть даже больше, вот такой вот набор гринов.
как оказалось, очень редкий набор, очень недешевый. И еще вдобавок он мне ехал ко мне с Австралии через Америку. Вот такие вот дела. Ну, благо с Австралии до США отправка посылки не такая там дорогая. И, в общем-то, у них там какие-то, видимо, программы, субсидии, я не знаю что. В общем, вполне была приемлемая, скажем так, цена отправки. Данный набор здесь, значит, у нас Ford Mustang 67 года и 72 года AMC Javelin AMX. Чем интересен данный набор? Может быть, кто-то уже догадался, именно этот AMX, именно этот Javelin AMX AMC будет представлен в виде драгового экспоната в линейке Elite 64, по-моему, если не РЛК. Вот боюсь ошибиться, уже не помню, не сильно слежу. Значит, он будет вот представлен в линейке. И будет интересно в плане того, что вот все-таки сравнить можно будет в какой-то степени хотя бы кузова по пропорциям. Там. Ну и вообще мне, в принципе, модели вот эти вот AMX разных годов в предыдущих распаковках были уже такие модели и от Hot Wheels, и от Johnny Lighting. Вот, значит, можно будет сравнить. Вообще детализация гринов в этих сетах просто очень-очень классная. Я потом запилю пост с более подробными фотокарточками этого сета. Я уже не удержался и распаковал его. Распаковал и снял резиночки, потому что данных наборов тоже грешил производитель. И на резинке капоты закрывал. Хотя здесь капоты с такой фиксацией, то есть, чтобы открыть, нужно немного приложить усилий, и потом он фиксируется в открытом состоянии. Тоже прикольная фича. Так, ну такая коробочка, сама по себе она выглядит хлипкой, но на самом деле все эти сеты оказались очень добротные и, как это сказать, прочные. Несмотря на то, что тонкий картон, сделано прямо вот с умом. И мне кажется, они достаточно долговечны. Все, какие сеты ко мне приезжали, в общем-то, все в хорошем состоянии. Здесь диорамка такая представлена в виде гонок кольцевых, видимо, но с изменяемым, то есть рельефом, то есть с горками, с подъемами, спусками. И здесь вот на одном из таких спусков обходит AMX, видимо, по внутреннему кругу Мустанга, или наоборот в дрифте, значит, с заносом обходит его Мустанг, не знаю. Ну вот на заднем фоне, по-моему, Шеви Новый, что ли, там рвется тоже, за ними немного не успел. Нет, это не Шеви Новый, типа Щавеля, что ли. Если кто признал, что за модель, напишите, интересно. Так. Кайфовые грины, пишет Александра. Да, да, да. Вообще однозначно вот этот вот набор был самый ожидаемый. Набор называется Road Racers. И в принципе он был один на весь, не знаю, eBay. Я не смог больше найти другой. Искал и по названиям, и так, и сяк. Не знаю. Ну, может быть, иногда будет вываливаться. Это у нас, давайте взглянем, какой год. 2010 год всего лишь навсего. А эти сеты уже такие лимитные, что даже не снилось соткам 20-летним. Удивительно. Вот сотки, их практически всех все равно достаточно хватает. Да, есть наборы, которые редко встречаются, но вот у гринов просто какой-то непонятный мне, наверное. Точнее, мне это может быть и понятно, потому что наборы реально очень крутые. Вот особенно те, которые с фотографическими подложками просто крышу сносят. Я не знаю, там у меня есть пара дублей на продаже, что-то даже никто и не интересовался подозрительно. Ну, люди, потому что у нас не доверяют, наверное, гринам, не знаю, как больше сконцентрированы на Hot Wheels. Хотя Hot Wheels, ну, те же премы, там, я не знаю даже, как сравнивать нельзя вообще.
Вот. Это уровень, конечно, соток. То есть где-то даже может быть чуть лучше. Так, ну, благо в сотках были свои касты, у Гринов свои, у Джонни Лайтинга свои, и они друг друга где-то в какой-то мере, обязательно Эртл свои тоже касты имеют, которых не было толком у других. В общем, все они перекрывают вот эту эпоху хот-родов, маслкаров, вообще, прям, мне кажется, очень даже здорово. Поэтому мне нравится именно собирать вот именно разных производителей, которые производили данные модели именно тогда. Сейчас новые модели практически в этой, скажем так, в этом направлении никто толком не делает. А если делают, но как-то, не знаю, посредственно, что ли. Так, ну и плавно мы подошли к соточкам. Приехал очередной набор 4 декады. Но, к сожалению, или к счастью, не знаю как, он уже, я думаю, как бы забронирован. Ну, я думаю, что там еще один должен подъехать. Вот, все уже, в принципе, этот набор замусолен, наверное, у меня на канале есть отдельное видео, кто не видел, я потом вот здесь закреплю ссылочку, можно будет посмотреть на обзор на данный набор из 4 моделей. Ford 32 года, 47 года Ford седан, Chevrolet Bel Air 55 и Camaro 68. Значит, замечательные, конечно, упаковочки немного потрепанные, но в принципе вполне сойдут. Давайте мы их сейчас куда-нибудь в сторонку, наверное, уберем. Так, приезжали мне продолжение моей коллекции. Я решил все-таки прям тоже немного, я поскольку его собираю, отчасти прем, но больше по старым, конечно, моделям и связанным именно с тематикой драгрейсинга. Обложка заставила зайти. Евгений, привет. Да, в конце будут эти сеты, но я не знаю, мне кажется, ты их уже держал в руках или видел. Я, кстати, сам сижу и снимаю резинки, пишет Евгений. С чего снимаешь резинки-то? Какой сет или что там? Вот я вот сегодня снимал резинки с Гринов. Это как бы немного новинка, наверное, для меня, по крайней мере. Так, ну ладно, продолжим. Вот, значит, две дрезинки приехали. Они есть в сотках. Есть в сотках. И вот как раз приехал и сет такой тоже. Fuel Altered, винтаж, драг. Значит, здесь тоже есть Pure Hell, вот эта вот модель. Вот она. Естественно, в соточном исполнении она сделана намного лучше. То есть сравнивать даже как бы, ну, я не знаю, даже тяжело как-то сравнивать. Вот. Но, тем не менее, захотелось закрыть коллекцию, скажем так, гештальт закрыть в коллекции по именно направлению Drag Strip Demons, именно в коллекции этих моделей. Вот. Значит, в красном таком вот исполнении и в беленьком с синими ливреями. Что надо отметить, кстати говоря, все равно, несмотря на то, что это прем, колесики у них соточные. Это очень даже большой и офигенный плюс. Обратите внимание, на сотках абсолютно такие же стоят колесики. Вот это вот, можно сказать, передали эстафету. Не такая, не окончательная деградация, я бы сказал. Хотя это 2008 год получается, а Fuel Elter у нас
какой? 2001 год. Разница-то 7 лет между моделями, да, казалось бы. Но вот технологии утратили. Секретные, однако. Так, интересная, кстати говоря, тема тоже. Продолжим мы с драгстрип демонами. Все торчат, говорит Евгений. Я, кстати, не обратил внимания. Да, да, есть такая тема. Классно, что ты заметил. Спасибо, что подсказал. Я, честно говоря, не обратил внимания поначалу. Видно, что на передних, ну и на задних колесах видны оси. Если мы возьмем соточный вариант, то осей не видно, не видно ни спереди, ни сзади. Хотя, по сути, похожие передние диски-то прям те же самые. Да и резина похожа. Вот, ну, такое вот есть отличие, да, конечно, маленькое, несущественное. Ну, что ж поделать. Ну да, на современных премах РЛК это все ось торчат, тут это все понятно, даже обсуждать нечего. Опять же, взять, если те же Джонни Лайтинг, обычные модели, то есть вот у них никаких осей торчащих нет, у Гринов то же самое. То есть абсолютно непонятно, с чем связана такая ерунда у Hot Wheels. Но тем не менее Hot Wheels пользуется большим спросом, значит позволяет им пренебрегать. В общем, приехал мне в Protect паке такой вот демон очередной. Snake 3 черный. Классная модель. И всегда я думал, блин, вот эти вот демоны не влезают в Protect паки. И сначала я когда вынул из коробки ее, думаю, там, ну, Protect паки, классно. А потом я увидел, что Protect пак похож на те, что у меня есть. Но они не влезают туда, потому что карты у них чуть длиннее получается. Ну, чувак, который мне прислал, он просто вышел из этой как бы ситуации. Вот посмотрите, собственно говоря. Он просто отрезал Protect пак и все, влезло. Супер! Что я могу сказать? Причем так ровно отрезал просто, можно сказать, идеально. Старался. Да. Ну, есть над чем задуматься. И мне, в общем-то, я хотел их в Protect паки запихать. Но, может быть, правда, есть смысл ровненько так отрезать только сверху. Ну, в общем, такие вот дела. Так, что у нас тут еще? Еще демонов несколько штук. Ну, как несколько. Да, это все старенькие демоны, понаприезжали. Давайте мы их разглядим поближе. Камара здесь вот, значит, у нас такой вот в раскраске национальный. С орлом там все, со звездами. Ну, не суть важно. 30 из 30 это у нас последний. Надо будет мне проверить все по номерам, что у меня есть, что мне не хватает, чтобы все 30 уже добить, успокоиться и нафиг закрыть этот вопрос для себя. Так, еще у нас Snake один армейский такой вот. Их, по-моему, два, так что будет дубль. Да, вот тут вот у меня еще один такой. Еще один будет дублик. Там больше 30 на самом деле, пишет Сергей. Да, возможно, возможно больше. Возможно, там было их просто две серии разных. Ну, в смысле не разных, а независимые, скажем так, одна за другой. Вот это вообще тяжелый капец Мустанг 71 года. Просто тяжелый. А стекла у него, кстати говоря, тонированные, не просто черные. Но он тяжеленный, просто вот раза в полтора тяжелее того же Снейка. Не знаю, в связи с чем. Может быть, того, что дно
или как это рама, вся более крупный масштаб. Может быть из-за того, что кузов большой. Ну прикольно, 29 из 30. Так, еще у нас Challenger, Ram Chargers, Challenger 3 из 30. Прикольно. Charger, Challenger я вот и не видел, честно говоря, до этого. Так, ну что у нас тут? Еще один Мустанг в другом окрасе, только 4-й номер из 30. В общем, ну, просто хочется вот закрыть чисто вот все, какие есть, они вот найти вот их, поставить в линейку, грубо говоря, и успокоиться. Там дублируются номера порой. Под одним и тем же номером. Да, такое возможно. И не только у Hot Wheels, у всех производителей такая фигня была. Так, сейчас я их сложу, потому что места не хватит нам тогда. Так, у кого какие что мысли, пишите в чате, вопросы задавайте, потому что большую часть по ссылочке мы уже посмотрели. Останется у нас сейчас немного. Так, ну приехал еще один ко мне набор драгстрип современных. Вот, кто не видел, давайте быстренько сейчас прям полистаю, покажу. Красивые очень карты, я прям балдею от них. Вот. Прям есть у меня мысль вырезать модели и сделать картинки, потому что я не смог найти в интернете. Если кто-то вдруг знает, где найти, можно сами вот эти вот арты, которые на карте использованы в виде отдельных картинок, скиньте мне потом в личку, может быть. Я вот не смог найти, но мне прям очень хочется эти картинки заиметь все в коллекции. Так, первый номер у нас Dodge Coronet. Второй у нас идет Volkswagen Жук. Тоже красивая модель и красивый арт вообще просто. Не знаю, не к чему придраться. Третий у нас Chevy Nova Gasser Универсал. Тоже интересная модель. Четвертый у нас Plymouth 73 года. С такой вот тоже. Так, пятый у нас новинка, можно сказать, в линейке Hot Wheels. 33-й Willys. Дебютировал вот в этой серии. Классный, в драговом исполнении. Ну и больше наделал шума в виде вот такого чейза, который еще более крут. Я даже не знаю, что добавить. Долго я такой ждал каст, и наконец вот хотя бы Hot Wheels выпустили. Именно поэтому они больше всего, наверное, и востребованы, чем остальные модели. Вот такой вот полный сетик есть из 6 моделей. Теперь еще в одном дубле. Да, Евгений, очень классный этот набор. И не говори. Так, продолжим. Немного соточек наприходило, с которыми разбираться еще и разбираться. Такой вот набор 66-го шоссе с Камаро драговым и 34 года Фордом. Капот улетел, к сожалению, но там и следы будут небольшие, может быть, от резиночек, что поделать. Вот. В остальном резинки, конечно, разбросаны по всему периметру здесь и на акриле. Не люблю такие наборы, если честно. Очень много геморроя с ними, потому что это все вот эти вот ошметки разлетевшиеся оставляют следы, их тоже потом оттирать надо. Ну, а на модели, естественно, остаются следы вообще навсегда. От капота, который бился месяц в коробке. Ну, я вот, кстати, поглядел,
оно часто бывает, что вот какая-то деталь, там вот эти капоты Фордов 34-х отлетают, летают и не наносят никакого вреда. На первый взгляд я поглядел, вот пока нету никаких следов. То есть, может быть, и все прокатит, и будет ничего с этого в итоге. Посмотрим, посмотрим, я не загадываю. В общем. Хуже, когда капот открывается на самом деле, и вот от того, что капот открывается, он может сам себе модели и самому себе навредить. Имеется в виду капот, который вот там у того же Камара открывающийся, не который снимается совсем. Так, следующий сет у нас Rock'n'Road. Тоже такой классический набор соточный. Вот, я даже не знаю, что тут добавить. Ну, разве что Chevrolet Bel Air, тут он лоурайдер с рабочей подвеской. Да, он тут так неприметно стоит, как бы как обычная моделька. Вот, и ничего не предвещает, скажем так, интересного, тем более с такой окраской. Хотя, ну, на любителя и для коллекции, естественно, иногда хочется, чтобы все окраски были. Так, а у нас получается... Какой у нас год? 2001 год это. 2001 год набора. Ну, все модели классные здесь. Что-то даже добавить не знаю. Ну, он у меня, конечно, в дубле. Вот. Его поставить вот туда, подальше. Так, ну и еще один популярный тоже достаточно сет. Hot Rod Magazine. Hot Rod серия 4. Значит, тоже он тут даже интересно, кстати говоря, этот Плимут на резинке до сих пор. Резинка не отлетела. Со всех отлетела резинка Камара. Что-то приклеилось, что ли. Ну, тоже сниму резиночки, посмотрю, что там будет по состоянию. Коробка в очень хорошем состоянии. Это, кстати говоря, ранние сотки. 99-й год. 99-й год. Invader с двумя движками. Тоже очень интересная модель, кстати говоря. Не знаю, то есть издалека смотришь, какая-то фантастика непонятная, вблизи же, когда начинаешь разглядывать или держать в руках, выглядит очень даже круто. Ну, Виллис 33 это вообще просто вот самый крутой Виллис, наверное, в этом сете именно. В голубом окрасе. Он же, наверное, даже самый дорогой. Потому что я помню, что-то и в распаке их там как-то тяжело было найти. Не знаю, спрос на него почему-то, видимо, большой. Так, что у нас тут осталось еще? Фил Эльтерет. В таком окрасе еще в синем. Ну, соточка. Вот, да, смотрим здесь. Нету осей. Как мы уже говорили. Как Евгений отметил до этого. У соток оси не торчат. Тоже отличная модель. Ну, по сути, это та же самая вариация, что и здесь вот в сете. Так, что у нас еще соточка? Так, нету бака, как в сете. Да, да. Хорошая поправка. Точно. В данной модели нету бака вот этого, как гасер. Так, что-то немного обрыв связи был. Возьми в руки, пожалуйста, одиночку и боксовый бак. Да, вот.
Да, разница все-таки есть именно вот в баке. Может быть, еще какие-то детали, давайте поглядим. Честно говоря, мне казалось, вот невнимательно я немного оказался, мне казалось, что разницы нету. Разница именно в бачках этих, походу. Ну, еще в сете у него ремень навесного, или ремень навесного покрашенный, то здесь он серебристый, нету прокраса. Да, еще база, рама сама здесь покрашена в черный в сете, а здесь серебристый, но покрашенный именно. Так, вообще это две разные модели. Что я говорю, блин, с одной стороны. У них разные вот эти вот почему-то дуги безопасности немного имеют разный наклон. Интересно, так предусмотрено. Да, интересненько. Ну, в общем, ладно, не суть важно, наверное. Так, ну и модель Cadillac 59 достаточно популярный. Я смотрю, тут резиночки отскочили с одного края, вообще все чистенько. Вот, а с другого края, ну, легкое прилипание есть. Снимем, посмотрим. Волшебный цвет, на самом деле, этого Кадиллака. Мне очень нравится. Такой нежно-фиолетовый, что ли. Причем это все еще и металлик. Вот, стоящая модель. Ну и потихоньку мы подошли к финалу. Здесь у нас представлены будут два набора. Набор со снейком и набор с мангустом. Значит, Том Маквин мангуст и Дон Протхом снейк. Наборы шли в серии РЛК в 2011 году, имеют лимит 5000 экземпляров. Ну, вот у данного вот набора номер есть, значит, 4197, а у Снейка даже маленький, 492. Состояние обоих наборов вообще шикарное, то есть практически никаких ничего нету, ни потертости, ну, есть немного запыления. Вот. Чем интересны эти наборы? Это в первую очередь сами вот этими техничками. Технички эвакуаторы, они же сделаны полностью вот по прототипу как оригинал, то есть очень приближенно к оригиналам. И хотя это премовая модель, как и те, что сейчас делают, особенно вот Snake, он в принципе тот же самый, что и сейчас выпускают в преме. Вот. Но таких эвакуаторов именно в такой конфигурации, как в оригинале, в общем-то, почему-то больше и не делали. Не знаю почему. Но за счет этого, в принципе, и уникальные эти наборы, наверное, и имеют всю основную ценность. Такие наборы, в общем-то, как бы уходят от 300 и выше долларов, чаще где-то за 500, 500, 600, больше, короче говоря. Ну, то есть зависит, наверное, еще от номеров там и прочих желаний, может быть, самого продавца продать. Здесь они идут на пленке, на стянуты пленкой сами модели этих драговые, чтобы не открывались. Вот. Пленку, в принципе, не обязательно с 2011 года, я считаю, снимать. Можно еще немного потерпеть. Но в целом желательно, конечно, ее было бы вообще снять в итоге. Потому что, ну, фиг знает. Некоторые пленки на старых сетах соточных слезают очень тяжело. Прилипли уже, ну, порядочно сильно. Скажем так, еще чуть-чуть, и уже, может быть, даже и с краской начнут слезать. Кто знает.
Так, что у нас тут еще есть-то? Ну, вот тоже 2011 год. Все дела. Ла-ла-ла. Есть вопросы, если задавайте. Я пока сейчас подготовлюсь. Будем вскрывать Мерседес элитовский и сравнивать его с РЛКшным. Так, вот у нас, значит, РЛК модель Мерседеса. По-моему, хромированный должен быть здесь. 20 тысяч экземпляров лимит у них был. Ну, если кто не видел, честно говоря. Модели уже, наверное, 2 года будет скоро. Вот такой вот Мерседесик в хроме. Александре должно понравиться, конечно. Поскольку любит она у нас хром. Вот. Мне больше ближе, конечно, наверное, зеленым исполнением, который. Ну, хорошо, что руль хотя бы сделали рулем, а не бубликом. Это уже хорошо. В остальном прокрасов как бы, ну, то есть покрашенные вот фары, декалей как таковых особо нету. Кроме того, что вот здесь вот над порогом Mercedes-Benz сзади тоже ливрея идет марки Mercedes-Benz 300 SL. Ну, собственно говоря, и все. Это полированный замок. Ну, да, в какой-то степени похоже очень. Но этот еще, по-моему, крашеный сверху хромом. Так, где у нас там элит? Иди сюда. Сейчас мы тебя будем вскрывать. Жалко, с одной стороны. С другой стороны, блин, охота пуще неволи проверить, посмотреть, что это вообще, с чем его надо есть. Недавно, собственно говоря, дебютировала линейка Elite 64 у Hot Wheels. Вроде как они решили в каком-то плане вернуться к истокам, может быть, отчасти к соткам, по детализации постараться. Вот, не знаю, сравнивать тяжело, конечно, с сотками, потому что все-таки другие модели. Вот. Ну, что я могу сказать? Единственное, то, что я вот уже видел, то, что мне понравилось, то, что, оказывается, Hot Wheels умеют делать узкие колеса. Вот, посмотрите, собственно говоря. Колеса узенькие. Хоть они и квадратные, профиль их квадратный, но тем не менее. Оказывается, не только широченные катки могут вкатывать. А пишут в фандоме, что это полированный замок. Слушай, блин, я не знаю. Может быть и правда чисто полированный замок. Мне кажется, все-таки крашеный. Ну, то есть отполировали. Замак тот же, естественно, у них все модели замак. То есть замак бывает у них не крашеный, а остальные все крашеные, как правило. В принципе, под спектру они все полируются. И потом уже покрываются спектр лаком. Так, ладно, давайте поехали. Не буду я, наверное, перчатки одевать. Все-таки это не сотка. Модель новая, не особо ценная. Вот. Это вторая модель в линейке Elite 64. Первый был Chaser. На него обзор я еще тоже не снимал, честно говоря. Не знаю. Ну, я думаю, что уже до меня снимали. Так, а как его вынуть лучше? Ну да, наверное, вот так вот по периметру отрезать будет лучше всего.
Нифига себе, блин, там. Двойной вкладыш. Очень аккуратно, прям у самой карты надо резать, чтобы не резать два. Так, вроде справился более-менее. Оп. Сразу вываливается плоскодонка наша. Такая вот плоское дно с кучей надписей. Нет, ну есть какие-то вот заклепки а-ля. То есть, в принципе, на такой машине, я так понимаю, гоночное дно тоже действительно должно быть закрыто по максимуму для аэродинамики более лучше. Решетки радиатора а-ля. Вот, резина. Вы знаете, мне нравится резина. Вообще модель на вес очень легкая какая-то ощущается. Ну, для металла. Не знаю, хотя дно металл. Мне нравится то, что узенькие колеса. Это прям определенно плюс. Надоело, честно говоря, широченная эта резина постоянно везде. Одно и то же, одно и то же. Фары, обратите внимание, фары стекляхи стоят. Да. Зеркала. Ну, в принципе, у РЛК модели тоже зеркало есть. Вот, если сравнить вот так вот. Только у РЛК модели зеркало одно, а здесь два. Хотя казалось бы. Что-то у меня такое ощущение, что это две разные модели. Да нет, вроде похоже. Болванки-то одни и те же должны быть. Нет? Как считаете? Ну давайте, ладно, вскроем. О, дверь открывается, кстати говоря, нормально. Ну, как на РЛК. Хотя все кажется тоньше. Не знаю, может быть, это только кажется. Ну вообще вот отличие видно уже. Сейчас сфокусируется. Отличие двери, смотрите, да, здесь на двух петельках, на двух таких направляющих. А здесь у РЛК сделано более просто, более примитивно, как по мне. Все-таки разница есть. Да. Сейчас мы со второй стороны тоже откроем дверь. Блин. Если... Да, чтобы хотя бы засветить салон. Что там в салоне? Ёлки зеленые. Ну, блин, салон однозначно сделан лучше того, что там у РЛК модели. Хотя бы приборка. Приборка даже покрашена слегка. Кругаля. Тут есть очень неплохо сделанный каркас безопасности. Вот он вставлен. Ковши. Сиденья с ремнями. Все прокрашено. Блин, ну вообще я даже не знаю, что сказать-то как бы. Ну, как по мне, вот эта модель намного лучше того, что вот в РЛК тут выпускали они. Не знаю, будет прикольно, если они еще один реколор этого Мерседеса в РЛК выпустят. По той же самой, причем цене. То есть цена их примерно одинаковая. Вот. Как по мне, вот этот вот Мерс элитовский намного сделан лучше. Вот. Естественно, конечно, вот типа выхлоп нарисованный, хотя он как бы отлит, пупырышек такой, он отлит. Ну, не знаю.
Двери однозначно сделаны лучше, плюс они имеют вот такие вот форточки, якобы открытые. Вот Евгений говорит, он больше следит за РЛК. Красный РЛК Мерс будет в этом году. Год красных машинок. Да что тут добавить, я даже не знаю. Это уже вот. Они сами на самом деле, скорее всего, будут либо отходить от этого в пользу элит вот моделей. Смысл как бы параллельно я не вижу запускать это. Проще все модели делать в элите уже. А на РЛК просто хрен забить. И пусть они останутся там для коллекционеров, там, которые будут перепродавать друг другу там их по бешеным ценам, как пережиток прошлого, скажем так, как те же сотки, например. То есть смысл перезапускать сотки я лично не вижу. Обратите внимание, кстати говоря, на дисках нет осей. Вот той самой проблемы премиалок нету. И вы сейчас удивитесь, но у РЛК те же самые проблемы премиалок. Здесь оси. Оси на дисках видны оси. Это вообще, конечно, да, вот, ну, большой минус, скажем так, РЛК модели. То, что они, по сути, те же самые премки отчасти. В основном колеса премиальные использованы на них. То есть ничего своего уникального. Если у Элит 64 они пошли другим путем и делают уже вот колеса индивидуальные. Таких вот дисков и колес я не помню других моделей, если честно. Если ошибаюсь, поправьте меня. Вот. Но по-прежнему модели на заклепках, что меня, честно говоря, не очень радует. Я бы предпочел, чтобы модели все-таки начали делать на винтах, как те же Revel это делали. Но меня порадовали двери. Однозначно здесь очень неплохие зазоры. Все ровненько закрывается. Это прям вот даже очень хорошо. Пишите вопросы, если есть у кого. 5 минут буквально еще повешу и будем, наверное, закругляться. Если что-то показать из уже показанного сегодня, тоже поближе, кто бы хотел глянуть, что. Я пока ее сейчас протру от своих жировых рук и назад уберу блистер. Вообще, что мне понравилось, это то, что вообще модель без косяков каких-либо. Ну, все более-менее ровно покрашено. Вот есть вот такой нюансик в виде того, что, значит, номер покрашен поверх ливреи мерседесовской, причем такой же абсолютно, как у РЛК. Тут они сэкономили, заюзали то, что было. Но выглядит это не так уж прям хреново. Почему? Потому что все-таки это спортивный автомобиль, и я думаю, там допускается такое. Какие соточки были в начале? Так, да в начале не было соточек. Вначале я грины показал, вот сет, который ехал мне через весь мир с Австралии, через Америку, потом в Европу. Вот такой вот сет. Очень крутая тема. Я сейчас добираю, скажем так, вот эти сеты в свою коллекцию. Они очень лимитные, их очень мало. Не знаю почему, хотя тираж, я что-то, честно говоря, не обратил внимания, есть ли тут тираж. 2010 год, мне кажется, нету тиража. Limited Edition, ну и все как бы. Это не хуже соток однозначно. Я могу сказать, что это не хуже. И в какой-то степени лучше в плане того, что в сотках просто не было таких кастов, там, таких оформлений. Все хейтят задние фонари, но их люди на фото у настоящего видели, там по-другому сделать нереально. Так, если речь про этот Мерседес, то
Смотрим, что тут с фонарями. Ну, блин, я даже не знаю. По мне так что пойдет. Все равно тут половина прокрашена, спереди тоже все прокрашено. Только основные фары стеклянные. Хотя бы на этом спасибо, господи. Для Hot Wheels это вообще ноу-хау, я бы сказал. Вот это вот просто предел мечтаний коллекционера. Hot Wheels должно быть. Я не знаю, что всех хейтят. То есть никакие премки тут рядом не стояли. РЛК тоже где-то лежит, стоит там на полке, нервно курит в сторонке, как по мне. Модель, да, очень классно. Конечно, с китайскими, ну, это тоже китайский, конечно, модель. Вот с китайским Мерседесом, у меня, я не помню, был обзор где-то на стене. Он, конечно, не идет в сравнение. Там детализация ПГМовская, как у ПГМ. Вот, вполне очень даже круто сделано. Конечно, этот не идет с ним в сравнении. Так, ну и что, все, назад убрал, практически запак, можно сказать. Вот. Так, что там есть у нас? Так, ты про Мерс. Да, ну про Мерс мы обсудили. Я считаю, что фонари, ну, у РЛК модели фонари вообще просто вот еще проще сделаны. Хотя выглядят, может быть, чуть получше. Ну, чуть-чуть получше вообще, не намного. В принципе, это, я бы сказал, это не такая уж значительная мелочь. Во всем остальном, как по мне, элитовская версия выигрышней более выглядит. Покажите мою новогоднюю ближе, пожалуйста. Сейчас покажем. Надо достать, там что-нибудь упадет однозначно, обязательно. Вот эта Камара. Сейчас я ее даже поверчу на шоу-кейсе. Так, блистер сам по себе, конечно, истертый за временем. Все-таки практически 30 лет уже, без 2 лет. Ну, выглядит здорово, здорово. В плане того, что это новогодняя такая модель, здорово вообще. Ну, вот чего не хватает в РЛК, кстати говоря, мне кажется, да и вообще у всех производителей, именно вот таких вот оформлений. Раньше как-то более креативно подходили к этому и все время по-разному. Сейчас вот в РЛК я бы отметил только что вот эти вот доджи и джипы, которые выходили в больших блистерах, в акриловых кейсах с ландшафтом, там имитацией ландшафта и задниками там красивыми. Это вот то, что мне понравилось. В остальном, ну, блин, не знаю, вообще как бы однотипные какие-то решения, которые мне не очень нравятся. А здесь именно вот чувствуется какой-то праздничный, подарочный вариант. Все ярко, здорово оформлено, классно. Большая упаковка, опять же. Огромная, я бы сказал, даже упаковка. Так, ну вот как-то так. Не знаю, следующая посылка, наверное, будет не скоро. Надо будет заняться обработкой видео, наснятого еще до этого. Что-то снять новенькое, может быть. Пишите, если интересно, можно замутить стрим с какой-нибудь болталкой, снятием резиночек, там, с каких-нибудь сетов. Есть такое. Или с распаковкой модели, например. Если вам понравилось, вот что-то типа такого вот сравнения. Подумаю, может быть, проведу, пока между посылками перерыв какой-то будет. Если нет вопросов, то тогда, наверное, будем закругляться. Если кто-то не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также стримы. Сейчас, наверное, даже чаще проходят.
Проходите по ссылочке в описании, я добавлю туда в группу ВКонтакте. Также альбом есть с излишками, можно что-то приобрести. Ну, также можно обратиться, если кому-то что-то нужно заказать с eBay, попробовать. Есть такие варианты, оказывают тоже услуги. Всем спасибо за внимание, за ваши лайки, репосты. Приходите в следующий раз обязательно. Я думаю, что в следующий раз проведем какой-нибудь розыгрыш очередной. Ну все, всех с праздниками, с выходными. Всем пока. До новых встреч.